Доброго здоров'ячка. Шалом. Низько поприказуємо із цим молодим чоловіком. Звати його Амар. Добре кажу? Да. Звати його Амар. Ми тепер сидимо в Ужгороді, у центрах. Низько. Бо си челяник сам не з Ужгорода. Будь добрий, розкажи нам, відки ти, та як це так стало, що ти тепер живеш тут? Ну, в далеком 2016 году мы с теперь уже моей женой решили переехать к ней на родину. И я, как порядний, Так кажи, як знаєш. Толкуєш. Ну, порядный хлоп. Но... Порядный хлоп, да. Решил заниматься гастрономией в этом городе. И открыл фургончик с бургерами. Супер, супер. Значит, фраирка у тебя была наша. Кто? Фраирка. Это что? Ну, девочка, ну. Да, фраирка. Да. Ну, не будем скрывать, родилась она в Киеве, но всю жизнь проработала и прожила в Ужгороде, поэтому, конечно, да, фраерка еще то. Фраирка ще та, ясно, добре. Як ти, ну, які були твої представлення за Закарпаття як таке до того, як ти був тут перші рази? Ну, это вообще, кстати, очень интересная штука. Интересный вопрос, потому что Закарпатье, как бы странно не звучало, оно очень загадочное для людей, которые... Оно вообще, в принципе, загадочное, но для людей, которые не знают, где оно находится на карте, да, и только слышали про это, то представляют себе разные всякие картинки. И, ну, мне рассказывали, ну, там, я не знаю, что здесь кругом ходят там какие-то мальфары, какие-то там, я не знаю, ворожки, значит, ты приезжаешь сюда, здесь там чаны везде стоят на этих самых, на каждой улице. Вот. Еще раз вопрос. Ну, так, в принципі, ти розказав за стереотипи, якісь вірування, що це люди представляли, то що є, котрі ще твої не були. Ну да, как-то так, типа, это, ну, такое, для людей, которые, короче, не знают, где это, или только слышали, они представляют это как какое-то такое вот мистическое местечко, вот. А які були такі перші стереотипи, котрі ся розсипали? Котрий був, ну, ти йшов сюди, у тебе по-любому були якісь... Я смотрю, що нам чай принесли. Ну, зараз. То не видно. Перший раз, коли ти був, ну, так, мусили в тебе бути, якісь стереотипи за це місто. Треба подумати. Ну, котрий перший з них розсипався? Красно, дякуємо. Будь здоровий. Давай. Навзаєм. Стереотипы. Какие были стереотипы? Ну, тоді які, може, були? Ну, давай, я по ходу буду думать. Ну, добре. Так сразу не скажу, да. Добре, зазвідався дещо друге. Гастрономія. То є твоя парафія, ти ся на кухні розумієш, це не так. Ну, стараюсь, по крайней мере, да. Учишься. Да, вот именно, что я учусь, потому что я, когда начал заниматься этим, ну, честно говоря, я вообще не понимал, что и как происходит, потому что, ну, до того, как переехать в Ужгород, я буквально там, ну, в течение там нескольких лет готовил на каких-то фестивалях еду, которую мы там готовили дома с бабушкой. Вот, и я это как-то трансформировал под уличный формат. То есть, да, если я любил там, допустим, бедрышки тушеные с яблоками, там, с каким-то свежим хлебом,
то я это сделал просто на фестивале и взял багет, разрезал его, поставил туда ту же тушеную курицу, туда те же тушеные яблоки, и получился такой сэндвич. Я добавил туда еще какой-то рукколы, какой-то брынзочки сверху, вот, помидорки черри, ну и как получился какой-то такой вот интересный. Так що це була така проба адаптувати свою домашню кухню под такой фастфуд. Да. В первую очередь то, что самому нравится, и я, ну, как бы то, что было в тот момент проще всего сделать, ну, в плане там не надо было никакого цеха заготовочного и так далее, я постарался это вот как бы реализовать. Вот. И я постепенно вот делал вот такие штуки, не имея никакого понятия о том, как это делать более профессионально. И переехав сюда, тоже я как бы не сразу начал готовить, хотя я пошел там работать в пекарню, там, вот. Но я как бы решил делать бургеры. Мы поехали на фестиваль в Умшорах. Західфест? Нет, Wildfest. Чекай, Wild White Fest. Я там був, я ваші бургери їв. Чорні. Коли дійшла була моя очередь, та чорних уже не було, вже з тим прості булки різали. Бо я то тямлю. Ото було, ну слухай, то було у 2017 році. Ну да, 16 где-то 3 или 4 года. 16 или 18? 4 года назад. Ну и вот как-то постепенно я начал развиваться в этом направлении, потому что я видел, слышал ребят, которые хотели бы это есть чаще, да, там, я понимал, что я сейчас не открою большой ресторан, не кафе, куда, понятно. Уже туди мав якісь позитивні такі фидбэк. Ну да, как-то вот было фоса, давай как-то было, я вот познакомился с публикой тогда и понял, что это интересно. Хотя были бургеры здесь и все было, но все равно как-то оно потихоньку. Мы же еще перед тем, как я открыл фургончик, мы сняли с ребятами на ФМК парк, фанерно-мебельный комбинат этот. И там делали бургеры. То есть там вместе придумывали меню, все это как бы делали. И можно сказать, тестили. Я для себя там, грубо говоря, затестил это все. Понял тоже, что это интересно. И дальше все равно двигался по бургерам. Вот. И открыл фургончик, да. Фургончик, фоси, я зацінив. Мені це дуже полюбило. Ще така звідонька. Ти вже, може тебе вже кликати великим словом повар? Ні. Не? Добре. Ні. Тоді іншого. Тоді зайдемося іншого. Що тобі любить із локальної кухні, Туйка? Давай так. Картошка, запеченная в печи, с брынзой и салом. И это можно разделить на топ-3 блюда. Отдельно брынза, отдельно сало и отдельно картошка. Мені теж Цімбориден, він теж не вицить і теж робив той поваром десь, то теж казав, що я не можу з цієї вашої кухні вадьбулі з м'ясом, вадьбулі з сиром, вадьбулі з сметану, а ватісе все до вороха. Да. И самое главное это кушать, когда ты нагулялся. Обязательно ты находишься, в моем случае, в Умшорах, потому что, лучше картошки, чем там, я не ел нигде. Можеш прорекламувати ресторан. Да, Калиба, Давир, Спари, Сорт. Там и чаны, и все, короче. Там файно. И что? И вот ты погулял, ты наелся, не наелся, ты погулял, нагулял аппетит, по горам полазил, водопад посмотрел, попарился в чане, супер голодный, идешь в Калыбу, заходишь, мне, пожалуйста, картошку с салом, с брынзой, ты можешь попросить отдельно, чтобы это все стояло, а можешь прямо, чтобы тебе на эту картошку все это вылили, еще немножко
укропчика туда нарезать сверху, боже мой. Так що полюбило це. Ну, то таке, досить стандартне. Дома мамка теж були, сметанку. Ну, там просто, у них просто печка такая, которая, ну вот она самодельная, эта печка. И я не знаю, как ее сделали, в общем, она уникальная. И картошка там получается. Ну, а кушав у них мачанку з грибами. Мачанка з грибами. Вона у менюся так там і кликала. Мачанка грибна. Да? Юшка, типа, да, грибная? Или що це? То навіть гриб такий густий соус. Воно це робить на молокові, на сметані. Яйце, мука, молоко. Ти то розколочуєш куртілку. То пак, на фандликові окремо робиш гриби раз, маленько їх підсушуєш, бризнеш у них маленько води, пак заливаєш то, і то все мішаш, доки не загусне. Як загусло, накладуєш у тарілку, хлібом мачеш. У нас такое ще кнедликам дають подеколи. Не, я не знаю, я по классике, я еще, кремзлики. Еще кремзлики люблю, да. Ясно. Вообще никогда не любил, да. Тоже были с яйцом, сука. Такое не очень любил. Но вот как бы сейчас есть там своя романтика, особенно там, когда их с мясом или с грибами. Вот. Так, як будеш там ще раз, то радив би покушати ту тумаченку з грибами, бо дем не видів туйка та робили таку мачанку із шампіньонами. А то не є так добрі. Там вони роблять мачанку з буковими, з челеняками, з тими грибами, які там ростуть такою. І це саме ліпше. А квочка? Квочка. То страва якась окрема? Ну це названня гриба. Квочки. Такий, не? Да. У нас маленько інших називав, у нас називали... Я вчера как раз шеф-повару нашему пытался вспомнить, как оно называется. Він такий оранжевый. Даже жене позвонил, я говорю, как? И вот я сейчас понимаю, что она мне неправильно сказала. Она мне сказала глывы. Нет, то не вешенки. А вот квочка, я сейчас вспомнил. Это вот прямо они такими кустами, да? Гніздо такого. Да. Я теж не знаю, як це воно інших називати. Квочка. У нас видав маленько інак називали, не квочка. Бо я порозумів, за що кажеш. Крою, оно по вкусу как мясо. Айно. Ну вот, да, вот это, кстати, тема очень, очень прикольная. Ну и ко всему этому, естественно, там какие-нибудь 50 грамм самогончика, 100, домашние паленки, 300, 500. Вот. 300, 500, ты что, куда? Не, ну если большая компания, то ну, ясно. Я, ты. Уже. Доста. Вже ми тут. Ясно. Обисти розуміли, треба йти в лумшори. Да, в лумшорах хорошо. В лумшорах хорошо, причем если запланировать себе даже забраться на полонину. Полонина руна. Да, там недалеко. Можно взять с собой какой-нибудь этот... Что можно взять с собой на полонину? Если о еде говорить. Ага. Вообще сало. Но взять кусочек сала, взять... Що ще можна взяти? Копченого сала. І це така класика. Збрали ми дарабчик копченої солонини та напалювали ми на огньові. Та масть стікала на хліб, просто на дараб хліба. Далі на той дараб хліба солиш, насипаш бринзи, береш прутик свіжої цибулі і так їш. У меня, кстати, есть видео, как мой тесть готовит, он такой истинный закарпатский тесть. Он готовит картошку с салом. То есть он берет на шампур, одевает картошку, кусок сала, картошка, кусок сала, картошка, кусок сала. И вот так он делает типа шашлычки такие. А де то відео у тебе є? На телефоне. Ага. Да. Кстати... Можно так, да в интернете вдавить? Нет, так я могу тебе скинуть, и мы такие чик бонусом ребятам рецептик какой-нибудь. Ну, так и сразу. Ну, супер. Вот. Ты в Одессе был?
Ну, пару раз. Да. Водили там на добру шаурму. Да что было давно. Вот шаурму я обожаю. Шаурма это... Я даже вот, кстати, вот этот фургончик, о котором мы только что говорили, мы его переделали под шаурмячную. И все равно вот мы не можем сделать такую вкусную шаурму, как вот в Одессе я ел. И я знаю, из чего она делается, и все равно вот я не знаю почему. Наверное, потому что я хочу не делать у себя так, чтобы... Бо всі йшли в Одесу, не? Да, щоб всі... Ну добре. Остання звіданка така про тебе. Єдно з чимся, що хотів зазвідати, це взяв щось із локальної кухні собі, що ти робиш у своїх проєктах, це захоснувавись дещо з локальної кухні. Ну, мы запускали один проект на Старице. Ага. Мы запускали один проект, где мы делали сэндвич с чаламадой. З чаламадою. Інтересно. Да. Чаламада это такой салат из, я не знаю, вообще я так понял, что они делаются из остатков, обрезков каких-то. Из того, что стало. Ну вот, допустим, лето, да, решили законсервировать там кабачки, там перец, там, ну, капусту, там, ну, все что угодно. Остаются какие-то там обрезки, какие-то там, хотя нет, наверное, вряд ли. Ну, короче, я себе помню, что кто-то мне рассказывал, что это делается из обрезков, овощей, делается такой салат и засаливается. Ну, засаливается. Я поглядав добрий рецепт чаламади, Да. та вержу під відео. Вот, чтобы я тут не рассказывал. Вот. Ну вот, короче, вот такой вот салат из соленых овощей. Мы ставили вот сэндвич с пастрами, по-моему. Нет. Сэндвич с пулпорком. Это свиная мякоть, которая запекается на протяжении там, 8 часов на маленькой температуре. Потом так на разные вот такие вот кусочки разрывается. Рваное мясо. Рваное мясо, да. И вот туда мы ставили эту чаламаду. Фасо. Звучить інтересно. Ну, то есть, как Треба бы... буде попробувати вчинити. Лише я не знав, як я буду запікати то м'ясо 8 годин. Ну да, в домашних условиях. Ну, это сделать нормально, это спокойно в домашних условиях можно сделать. А особенно, если у кого-то есть коптильня, то вообще бомба. Ну, коротше, убив вас відео до Омара за бургерами. Красно За дякую. бургерами, да. Сейчас мы рамен делаем. Это... Ще й на рамен. Да. Ну. Йо, красно дякую. Майтеся. Такой, прикинь. Sammy